Всем привет, ребята! Сегодня рассмотрим событие от администрации Whiteout Survival– Лунное великолепие. Оно в целом похоже со стандартными ивентами от администрации, но есть у меня пару мыслей, которые я хочу вам озвучить. До розыгрыша 5 сертификатов по 499 ледяных звезд в моем телеграм-канале осталось менее 40 подписчиков, так что если вы еще не там, самое время заглянуть, чтобы не пропустить розыгрыш. А теперь давайте разбираться с мероприятием. Сегодня мы обсудим мероприятие, которое выпустила администрация– Лунное великолепие. Как вы все знаете, вчера нам пришло уведомление о старте 3 мероприятий в ближайшее время. Сегодня у нас стартовали мероприятия «Сияние лунного света» и магазин «Иния». А завтра начинается событие «Чудесная фантазия». Кто только начал свой игровой путь и не знает, как выглядит мероприятие «Чудесная фантазия», то сейчас вы его видите на экране. Наша задача будет собирать различные фигурки, которые позволят проходить этапы и получать награды за прогресс. В этом событии я, скорее всего, донатить не буду. А вот «Лунное великолепие» хочу обсудить более подробно. Появилось несколько мыслей, которые я хочу с вами поделиться. Мы с ребятами сегодня в течение дня активно обсуждали мероприятия от администрации в чате нашего телеграм-канала. Если вы еще не с нами, то самое время присоединиться. Помимо основного канала, у нас есть чат на 1000 человек, где мы обсуждаем не только события в игре, но и различные жизненные ситуации. Конечно, у вас тоже есть чаты альянсов, но согласитесь, в мессенджере общаться куда удобнее, чем в игре. Если вы еще не в чате, то пора уже присоединиться к нам. А теперь перейдем к основному мероприятию от администрации– Лунное великолепие. Мероприятие «Лунное великолепие» состоит из 2 разделов. Это «Сияние лунного света» и магазин «Иния». О самом магазине мы уже говорили в прошлый раз, но у меня появились новые мысли по поводу этого раздела, который мы с вами обсудим немного позже. Стоит отметить, что четкого графика повторения данного события не существует. Администрация самостоятельно решает, когда запускать его снова. Последний раз магазин «Иния» был доступен 15 июля, и теперь он снова стартовал у нас на просторах нашей игры. В календаре оно появляется только на момент старта, поэтому предугадать дату следующего запуска невозможно. Теперь давайте перейдем к детальному разбору всех пунктов текущего мероприятия. Как и большинство событий в нашей любимой игре, оно в целом заточено на донат. Но как всегда, я разберу несколько вариантов участия, посчитаем возможные награды и для доната, и для игроков без доната, чтобы каждый мог понять, на что рассчитывать. Итак, начнем с первого раздела «Сияние лунного света». Этот раздел напоминает нам ивент «Морозное сокровище», где основная задача– выполнять ежедневные миссии. За их выполнение мы получаем лунные очки, которые позволяют открывать награды в первом разделе. Что касается самих миссий, они достаточно простые. Первое– это ежедневный вход в игру, второе– это победить 10 зверей, третье– это выполнить 5 разведывательных миссий, получить силу за тренировку или повышение войск, использовать великий найм и совершить любую покупку. И тут важный момент. Не обязательно брать пакет за $5. Достаточно любой покупки за $1. Например, в магазине раковин можно просто ежедневно брать пакет за $1, и этого уже хватит для выполнения миссии. Теперь перейдем к первому разделу. Здесь у нас стандартная схема. Слева награды без доната, справа варианты для доната. Открыть правую часть поможет пакет Благословения Луны. Его покупка дает двойные награды за ежедневные миссии и дополнительные бонусы сверху, которые вы сейчас видите на экране. И вот тут начинается самое интересное. Именно поэтому я решил снять новое видео по этому ивенту. Те, кто играет давно, как и я, возможно заметят, что одна из рамок уже была доступна раньше. Если я не ошибаюсь, аналогичные рамки появились примерно год назад. Похоже, администрация решила вернуть их пакеты, чтобы заинтересовать тех, кто не покупал их в прошлый раз. Так что если вы донатите в игру, этот пакет точно стоит взять. Собственно, этим я и займусь сразу после съемки этого видео. А теперь давайте с вами займемся подсчетом серебряных раковин, обсудим с вами несколько опций, которые будут доступны для большинства из вас. И первый вариант, который мы с вами обсудим, это без доната. За выполнение заданий в разделе «Сияние лунного света» мы с вами получаем 25 раковин. За ежедневные миссии мы с вами получим 15 раковин, которые мы умножаем на 5, что в сумме нам дает 75 раковин. И третий вариант добычи находится в магазине Иния, который мы с вами обсудим немного позже. Вы заходите в него и нажимаете на данный плюс. И не забываем забирать бесплатный набор, в котором находится 5 раковин, который обновляется каждый день. Опять же, вы можете брать за донат в текущем магазине определенное количество раковин. И каждый день данный магазин у вас будет обновляться. По итогу, с вариантом без доната у нас получается 25 раковин за выполнение заданий, плюс 75 раковин за выполнение ежедневных миссий и 25 раковин с бесплатного набора. Что по итогу нам дает 125 раковин, которые мы можем потратить в магазине Иния. Второй вариант, который мы с вами обсудим, это вариант с покупкой пакета Благословения Луны. За выполнение заданий мы получаем 25 раковин в разделе «Сияние лунного света». А в ежедневных наградах мы будем получать двойное количество раковин. 4 дня мы будем получать по 30 раковин, а в один день мы получим 40 раковин, так как в первый день мы возьмем набор, который позволит нам в текущем разделе забрать 10 раковин дополнительно. И 25 раковин в течение мероприятия мы получаем с вами в магазине Иния. Итого получается 210 раковин.
Третий вариант – это покупка набора с двойной наградой в первый день мероприятия, и затем 4 дня делаем покупку обычного набора серебряных раковин. При желании вы можете в первый день также купить набор за $1. Это даст вам 20 дополнительных раковин. За выполнение заданий мы получаем 25 раковин в разделе «Сияние лунного света». В ежедневных наградах мы будем получать двойное количество раковин. В 5 дней мы будем получать по 40 раковин. Дополнительно 25 раковин в течение мероприятия мы с вами будем получать в магазине Иния. И не забываем, сам набор, который мы будем покупать за $1, который на протяжении 4 дней нам даст 80 раковин. Итого получается 330 раковин. Но если вы покупали набор за $1 в первый день мероприятия, то вы получите по итогу 350 раковин. Можно и дальше рассматривать различные вариации. Но опять же, кто-то донатит в игру, а кто-то нет. Я вам предоставил самые экономные варианты покупок. Я, вероятнее всего, остановлюсь на третьем варианте, который позволит мне получить 350 раковин. Теперь переходим к магазину Иния. Здесь я хочу разобрать основные опции и поделиться, на что действительно стоит обратить внимание. Первые 3 пункта – это кристаллы огня, общие фрагменты героя и камни эссенции. Я бы советовал игнорировать эти позиции. Единственное, на что стоит обратить внимание, это кристаллы огня. Но особо смысла брать их именно здесь я не вижу. Если все же вы решите что-то покупать из этого списка, то имейте в виду, первые 3 пункта обновляются каждый день. Далее идут 2 облика. Стоят они 3000 серебряных раковин. Цена, честно говоря, слишком высокая, и я не вижу особого смысла в такой покупке. Мы посчитали, что необходимо приблизительно $250, чтобы его получить. А вот следующий раздел, облики марша, уже заслуживает внимания. Те, кто играет давно, наверняка помнят эти скины. Раньше они появлялись в ивентах от администрации, где необходимо было покупать пакеты на сумму $60, чтобы получить данные облики. В прошлом магазине Иния был доступен скин «Лунная серенада», а в этом добавили фонарик Лотос. По моему мнению, сейчас администрация устроила распродажу прошлогодних скинов, предлагая их по условной скидке. У каждого из вас, конечно, свои бюджеты в игре. Но если вам давно приглянулся один из этих скинов, а раньше вы не хотели тратить $60, то сейчас это можно сделать гораздо дешевле. Мы уже считали, что при расходе примерно $10 можно получить около 350 раковин. Добавив еще несколько небольших пакетов за пару дней, в сумме выйдет примерно $15 за скин на марш. А это уже не 60, как раньше. Честно говоря, администрация поступила хитро. Немного байтит игроков на старые покупки. Но в любом случае выбор за вами. Если вы коллекционер декора, то можете взять прошлогодний скин за $15 вместо 60. А возможно, уже в следующем ивенте появятся другие облики. Я лично не фанат таких покупок, но если вы игрок без доната, то накопить на скин вполне реально. Примерно 3 накопления – это 375 раковин. И добавив небольшой пакет за $2, вы можете получить долгожданный облик. В любом случае, это мои мысли. А вы обязательно напишите в комментариях, что думаете об этой опции. По аналогии со скином на марш, администрация поступила также и с обликом на остров – Звездное озеро. Этот облик дает бонусу в защите войск и ранее был доступен примерно около года назад. Тогда его можно было приобрести за $10 в формате доната. Теперь же он стал доступен даже для игроков без доната. И честно говоря, это довольно-таки интересное решение от администрации. И если такая практика сохранится и дальше, когда старые издания будут возвращать магазин Иния для покупки за внутриигровую валюту, то за эту идею можно ставить администрации твердый плюс. Лично я планирую сделать именно эту покупку первой в текущем мероприятии, поскольку год назад не стал брать этот облик за $10. А из совета хочу сказать следующее. Покупайте этот скин только 1-го уровня, а затем его улучшайте с помощью общих мифических фрагментов украшения. Так получится максимально выгодно для вас. Теперь переходим к следующим 2 скинам на остров. Это каток, который увеличивает скорость исследований, и лыжный курорт, который увеличивает скорость тренировки войск. Мое мнение об этих скинах вы уже знаете, я неоднократно говорил в своих видео. У меня приоритет всегда был именно на каток, и сейчас он у меня 3-го уровня. Исследования в научном центре занимают у меня в среднем по 50-60 дней, поэтому я решил вложиться именно в этот скин. Он немного сократил время исследований. Далее я его уже не улучшал, потому что это слишком дорого. А вот лыжный курорт у меня по-прежнему 2-го уровня. И дальше улучшать его смысла я не вижу. Напоминаю, что улучшать эти скины общими фрагментами украшения нельзя. Поэтому если вы их качаете, делайте это осознанно. И последняя опция среди скинов – это облик телепорта за 400 раковин. Честно говоря, я не вижу особо смысла в этой покупке. Выбирая между скином на марш и скином на телепорт, я бы однозначно выбрал марш. Но как всегда, решать только вам. Что касается пропуска Гавань Надежды, то увы, мне это не по кошельку. Но если вы активно донатите в игру, то я вам помогу с подсчетами. Стоимость этого сертификата составляет примерно $50. Эту сумму мы выяснили вместе с подписчиками в чате телеграм-канала. Честно говоря, покупка сомнительная. Если в будущем эта опция станет дешевле, возможно, я подумаю о приобретении сертификата, но пока что точно нет. По итогу, если вас интересуют скины, допустим, взять скин на остров и облик марша, то это выйдет приблизительно $20.
но лично я ограничусь сугубо приобретением скина на остров. Касательно ресурсов, то тут все остается без изменений. Приоритетная покупка на сегодняшний день у меня по-прежнему остается мифрил. Я стараюсь в каждом мероприятии его приобретать. Из других опций я бы посоветовал вам брать в магазине INE это чертежи талисмана, проектные планы, и при острой необходимости вы можете брать кристаллы огня. В остальных покупках я не вижу особо смысла. Камни эссенции мы добываем в мероприятии «Ловушка на медведя». Мифическое снаряжение героев мы добываем из ящиков удачи со снаряжением героя. Ресурсы на питомца, ускорение, сталь – все это добывается у нас и так в игре. По итогу я буду брать это скин на остров, который говорил вам ранее, и мифрил. Остальные покупки я буду пропускать. И теперь давайте подытожим. В целом данное мероприятие неплохое, но снова же основано на донат. Приоритетные покупки я вам озвучил. Касательно обликов каток и лыжный курорт, если вы еще не открыли их, то советую вам это сделать. Лично я прокачал каток до 3 уровня, и пока что на этом остановлюсь. Если данный магазин появится в следующий раз в ближайшее время, то я вероятнее всего снова возьму мифрил. Уж очень необходим мне данный ресурс. Если вы играете на начальном этапе игры, то советую вам брать кристаллы огня, проектные планы и чертежи талисмана. Остальные покупки я вам советую игнорировать. Кто-то может написать в комментариях, почему я не беру камни эссенции. Не знаю, мне на сегодняшний день ее хватает, так как я не пропускаю медведя и различные мероприятия, где можно их получать. А мифрил мне добывать куда сложнее. Вот и подошло к концу наше знакомство с лунным великолепием. Надеюсь, вам понравилось данное видео и вы нашли что-то полезное или интересное для себя. Не забудьте поставить лайк под этим видео, если видео, конечно, было для вас полезным или просто понравилось. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. И самое важное, заходите в наш телеграм-канал. Там уже совсем скоро будет розыгрыш 5 сертификатов по 499 ледяных звезд. И осталось менее 40 подписчиков. Так что не упустите свой шанс. Пишите в комментариях, что вам больше всего понравилось событий, и делитесь своим опытом. А на сегодня все, ребята. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.